Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре синтезатор от компании Casio Tone LK-S450. Это инструмент, продолжение уже известной линейки LK. Это синтезаторы с подсветкой клавиш. Очень удобный инструмент для начинающих музыкантов, потому что есть обучающие программы, которые очень интуитивно простые и понятные. Разбирается в нескольких вариантах произведения, нужные ноты подсвечиваются, и вы их нажимаете. Практически такой игровой интерактив, но при этом вы учите известные произведения. Это здорово. Здесь большое количество разных тембров, также автоаккомпанементы, возможность подключать микрофон и также новая технология Horizontal Bass Reflex, которая позволяет из этих маленьких колонок выдавать достаточно сочные басы. Также есть возможность подключать по проводу ваши внешние устройства, и музыка будет проигрываться опять же таки с этих колонок. А при покупке специального адаптера вы можете использовать ваши гаджеты без проводов с этим инструментом. Вообще они очень простые в обращении, удобная навигация. Итак, поехали, давайте послушаем звук этого инструмента и начнем мы с гранд-пиано. Хороший звук пианино, и сразу хочется отметить, что на основном меню есть такие, скажем так, горячие настройки для разделения клавиатуры, лейеринга, то есть когда звучит сразу несколько инструментов, вы можете построить чувствительность, и клавиша сустейна, если у вас нету педали сустейна. В данный момент мы используем педаль, вот я ее нажимаю. И звук продлевается после того, как я отпустил клавишу. Если я не нажимаю педаль, звук прерывается. Нажимаем клавишу сустейна. Звук длится. Это не всегда удобно, но тем не менее функция такая есть. Давайте проверим несколько уровней чувствительности. Без чувствительности, то есть я буду нажимать сильно либо слабо, и звук всегда будет с одной динамикой. Далее у нас есть самая легкая чувствительность, то есть не нужно прилагать много усилий для того, чтобы весь диапазон звучания прозвучал. Normal. Уже слышно отличие. Я играю с той же динамикой, но звук достаточно просел. И для активных моментов нужно нажимать сильнее. И heavy, то есть самое тяжелое. Для того, чтобы звук прозвучал достаточно громко, нужно нажимать максимально сильно. Но оптимальное, на мой взгляд, это все-таки normal. Итак, проверим, как работает лейеринг. Мы нажимаем на эту клавишу и играем. У нас сразу высвечивается, что вторая рука – это струнные.
Также можно сделать сплит. Нажимаем на эту клавишу, и нам сразу показывается, что в левой руке акустический бас. И если мы нажимаем и удерживаем клавишу Split, мы попадаем в меню настройки разделения клавиатуры. То есть в какой части начнется звук левой руки. Настраивается он переключением клавиш плюс и минус. Это достаточно удобно. Здесь не так много клавиш для переключений. Все отображается на дисплее, и он как бы многофункциональный, интуитивно понятный. При нажатии на клавишу Home мы возвращаемся в основные настройки, в которых есть метроном, опять же, та же чувствительность и так далее. Поехали дальше. Послушаем звук электропианино. И для того, чтобы нам найти звук пианино в этом инструменте, мы должны нажать клавишу Tone и достаточно прокрутить вот это колесо для поиска нужной позиции. Либо нажать на клавишу «Категория», и следующая категория как раз будет электропианино. Вообще, кстати, это очень удобно, когда вам нужно найти нужную категорию, например, вот струнной, вам достаточно несколько раз нажать на клавишу, и вы попадете на звук струнных, который под номером 183, чтобы не листать тембры очень долго, вращая колесо. Итак, возвращаемся к электрофоно, и тут их несколько вариантов, давайте их послушаем. А теперь давайте послушаем электропианино и будем использовать также автоаккомпанемент. Послушаем звук электрооргана и будем использовать автоаккомпанемент. Акустическая гитара с нейлоновыми струнами.
Послушаем звучание струнных. Послушаем звук соло трубы. Обратите внимание, что когда я играю стаккатно, мы слышим один звук. Если я играю с большой динамикой и удерживаю клавишу, мы слышим, как раскрывается звук трубы. Поехали! Итак, перейдем к обучающим программам. Нажимаем клавишу Listen и попадаем в выбор песен. Здесь у нас несколько режимов для обучения. Это Listen, когда вы слушаете, просто как будто бы вам преподаватель играет, как оно должно быть. При этом видите ноты, которые отображает инструмент во время воспроизведения этих нот. При этом вы можете остановить воспроизведение, перемотать на нужный вам момент, либо сделать темп намного медленнее. Если вам что-то непонятно, вы можете это делать постоянно, что невозможно сделать, например, с живым преподавателем. Да? Итак, следующий шаг – это watch. То, когда вы смотрите, какую конкретно ноту надо нажать. Проверим. 3. Я нажимаю любые другие ноты, и синтезатор не идет дальше, пока вы не нажмете вот ту самую, которая сейчас подсвечена. Она звучала изначально со звуком нужной ноты, но если, допустим, еще слух не настолько развит, клавиши подсвеченные вам в этом помогут. Итак, нажимаем. 3. 2. 2. 1. 4. 3. 2. 1. И так далее. Следующий шаг – Remember. Это шаг, который позволяет вам по памяти повторить то, что вы изучили в предыдущих шагах. Итак, посмотрим, как это работает. 3. Угу. То есть вы должны сразу начать уже играть нужные вам ноты в нужном темпе, но если вы этого не сделали, то синтезатор и еще раз помогает вам вспомнить нужную ноту. 3. И так с каждой последующей. 2. 1. 3. 2.
Если вы играете, повторяете, то он не напоминает вам. Этот обучающий шаг рассчитан на то повторение уже пройденного материала. И еще есть режим челлендж. То есть самое начало этого произведения обозначено нотами, обозначено звуком пианино, которым вы играете. Вы можете повторить, чтобы войти в нужный темп, а дальше инструмент вам создает аккомпанемент, и вы играете правую руку. Если вам нужно разобрать сам аккомпанемент, вы переключаете руку на левую и получаете то же самое, только с левой рукой. То есть вы теперь слышите правую руку, а левая только обозначается для того, чтобы вы ее повторили. Потом вы можете обе руки выключить, либо обе включить. В общем, это достаточно подробная обучающая программа, которая позволит вам именно в вашем темпе прийти к изучению любимой для вас композиции. В заключение этого ролика хочу сказать, что это отличный инструмент для самых начинающих музыкантов, так как самое необходимое здесь есть. Это все нужные вам звуки, классические пианино, органы, струнные, трубы, синтетические звуки, басы и так далее, даже спецэффекты. При этом есть ритмические разные рисунки, под которые уже можно пробовать тренироваться. Ну и, конечно же, сама обучающая программа действительно очень помогает начинающим музыкантам в интерактиве изучать музыку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про колокольчик. Всем пока! Я просто съезжаю с ритмики. Даже здесь Тёма умудрился сыграть. Ах, зачем меня? Я угадаю мелодию с 3 нот на трубе. А зачем? Давай сыграем. Киш.